Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить популярный хлебушек круассан. Так он называется, потому что это хлеб слоеный с большим количеством сливочного масла. Сегодня я попробую разобрать ошибки, которые я видела у других, и также поделюсь ошибками, которые я сделала сама. И давайте готовить. Очень рекомендую попробовать этот хлеб. Это просто невероятно вкусный и очень нежный хлебушек. У этого хлеба, конечно, есть свои хитрости и свои моменты. У кого-то вытекает масло, у кого-то это масло начинает дымить в духовке. Сегодня посмотрим, как этого можно избежать и что можно сделать, чтобы хлебушек все-таки получился. Все ингредиенты, как всегда, на экране и в описании. И давайте начнем готовить. Всего нам понадобится 255 грамм воды. Я вливаю всю не сразу, сохраню примерно 10 миллилитров для разведения соли позднее. Температура комнаты у меня 22-23 градуса по Цельсию, температура воды такой же температуры. Сейчас в воду я уже добавила одно яйцо без скорлупы, по массе это яйцо 46 грамм. Сюда же я добавила 25 грамм жидкого меда и будем добавлять нашу пшеничную стопроцентную закваску на пике. Всего понадобится здесь 100 грамм по рецепту. Хорошая закваска должна быть очень ароматная и мягкая по вкусу. И первая и очень важная хитрость этого хлеба, что все ингредиенты и само тесто мы должны хранить в пределах 22-23 градусов по Цельсию. Это тесто должно быть прохладное для того, чтобы масло потом у нас в нем не растаяло. Поэтому, если у вас дома теплее, чем у меня, теплее, чем 22 градуса по Цельсию, то воду берем намного холоднее. Смотрите так, чтобы общая температура теста не превышала 22-23 градуса по Цельсию. Перемешиваем все жидкие ингредиенты. Сейчас вот такая жидкость у меня получилась. Желток и яйцо добавляет очень хороший аромат этому тесту. Добавляю сюда муку. Мука здесь идет 400 грамм белой муки. Белок в этой муке у меня 12,7. Для этого теста, а это тесто влажное, очень важен хороший белок в муке. В районе 12,5-12,7. Если у вас в муке белок немножко ниже, то вам я рекомендую посмотреть мое предыдущее видео. Я ссылочку оставлю в комментариях и в описании. Там мы разбирали, как работать с очень жидким тестом или тогда, когда у вас белок в муке несколько ниже, чем рекомендуется по рецепту. Рекомендую еще раз для этого рецепта белок все-таки брать 12,7 и, как я уже сказала, если у вас белок чуть-чуть ниже в районе 12-11,7, то рекомендую посмотреть предыдущее видео. Сначала тесто я вымешиваю лопаткой до тех пор, пока не станет тяжело вымешивать. Затем лопатку я откладываю в сторону и начинаю вымешивать тесто руками. Сильно его здесь месить не нужно, главное, чтобы все ингредиенты объединились, тесто стало более-менее гладким и мука перестала быть видна именно в ее сухом виде. Тесто начинает хорошо, в принципе, отлипать от стенок чашки уже на данном этапе, но при этом все равно еще остается очень липким и в нем нет, конечно, никакой структуры и текстуры на данный момент. Всего на момент этого замеса у меня уходит буквально 2-3 минуты руками. Вот такое тесто получается, накрываем его крышкой и оставляем при той же комнатной температуре 22 градуса по Цельсию, и отдыхать это тесто у меня будет 1 час. Через час тесто внешне никак не изменилось, добавляем сюда 8 грамм соли и остатки нашей воды. Тесто снова хорошенечко перемешиваем. Сначала я распределяю соль, так чтобы она смешалась с водой, и затем снизу подбираю тесто и начинаю отделять его от чашки аккуратными движениями, стараюсь его сильно не рвать. Тесто заметно уже на глазах приобретает эластичность, становится очень мягким, очень гладким. Сначала оно расползается и не особо хочет смешиваться с водой, но потихонечку, соединяясь, становится все более мягким и немного липковатым. Посмотрите, какое оно гладкое сейчас. Продолжаем его вымешивать до тех пор, пока вся вода не впитается и тесто снова не приобретет более упругую текстуру. Также на этот процесс у меня уходит всего 3, может быть 4 минуты. Как только тесто снова собралось в комочек, сверху образовалось небольшое натяжение, время остановиться, снова накрываем это тесто крышкой и оставляем снова его отдыхать еще на 1 час. Посмотрите, какое округлое, хорошее тесто уже получается. И на данном этапе оно уже практически не прилипает к рукам. Это все благодаря тому, что белок у нас здесь подходящий. Если белок снова будет ниже, то тесто может потребовать дополнительных усилий для развития этой текстуры.
Не забывайте, что это тесто должно находиться в прохладе, примерно 22-23 градуса по Цельсию. Постояло оно мне час, вот так вот оно расслабилось, отдохнуло, поверхность у него стала более блестящая, но еще не совсем ровная. Руку я свою смочила холодной водой и начинаю делать первые растягивания и складывания. Сколько раз поворачивать миску и сколько раз тянуть тесто будет зависеть от того, насколько эластичное у вас тесто. У меня это может быть 4 раза, у вас может быть 6, 8 или даже больше. Ориентируемся всегда на тесто и смотрим на то, как оно формируется. Как только тесто начало собираться в более-менее оформленный комочек и больше не расплывается, оно как бы собирается, видите, и перестает тянуться. На этом этапе больше теста не рвем, не тянем и оставляем его в таком виде снова отдыхать. Накрываем крышкой и оставляем отдыхать наше тесто на 30 минут. Через 30 минут тесто выглядит более расслабленным, оно растеклось, немножко стало более мягким и эластичным, сверху очень блестящее. Я уже смочила свой стол водой, небольшое количество будет достаточно, и выкладываем наше тесто на стол, будем делать ламинирование. Обратите внимание, как хорошо тесто отделяется от стеклянной посуды, так отделяется тесто, когда в нем хорошо развита клейковина. Смачиваю руки тоже водой и, как я сказала, будем делать ламинирование. Растягиваем наше тесто в тонкий пласт. Для этого я его подтягиваю со всех сторон аккуратно, так чтобы оно было равномерной толщины, и растягиваем и делаем этот пласт как можно тоньше. Ламинирование используется для того, чтобы снова укрепить тесто, выровнять текстуру его, выровнять температуру для того, чтобы она бродила более ровно, но также и для того, чтобы внести какие-то добавки, если они есть в тесте. В нашем случае это будет сливочное масло, которое я уже подготовила, оно лежит в морозилке для того, чтобы оно было максимально твердым и холодным. Сверху на тесто ровным слоем я натираю сливочное холодное масло, натираю я его на крупной терке и распределяю равномерно по всей поверхности нашего теста. Ну и второй важный момент для создания правильной текстуры этого теста – это использование масла с меньшей жирностью. Здесь у меня жирность моего масла 78%, и я не рекомендую брать больше. Такое масло лучше сохраняет свою форму, меньше тает, требуется ему больше времени для того, чтобы стать более мягким, поэтому оно хорошо сохраняет свою форму по мере того, как наше тесто будет еще лежать и отдыхать. А масло, которое сохранилось холодными небольшими кусочками в тесте во время выпечки, как раз таки и создает те самые воздушные карманы, создавая ту самую любимую нами текстуру именно слоеного теста. В то время как масло высокой жирности быстро тает при комнатной температуре, теряет свою влагу из масла, и в итоге получается более плотная текстура у теста. Я уже сложила свое тесто в несколько слоев, сверху я снова натираю масло небольшое количество. Всего общее количество этого масла у меня ушло где-то около 100 грамм. Масла должно быть достаточное количество, чтобы создать воздушные карманы в тесте, но при этом не должно быть слишком много, чтобы это масло не вытекало из хлеба. Когда мы сворачиваем тесто, мы должны убедиться, что все масло закрыто слоями теста, что масло не прилипло сверху, не торчит с боков, потому что это масло то, которое именно потечет в нашу кастрюлю и будет создавать дым и чад в нашем доме. Сверху я снова присыпала небольшое количество масла и накрываю последний слой. С краев у меня масло практически нигде не торчит, небольшие кусочки остались, но они потом прикроются по мере складывания. Тесто у нас готово, я его сложила аккуратным конвертом. Накрываем тесто крышкой и снова оставляем его отдыхать, на этот раз на 30 минут. Далее будем делать ему скручивание. Скручивание будем делать со всех сторон. Будем делать всего 4 скручивания каждые 30 минут. Руки я снова смачиваю водой и начинаю подкручивать тесто со всех сторон, подминая масло и масляные края внутрь. Разворачиваю тесто в другую сторону. Снова подкручиваю аккуратно со всех сторон, формируя одинаковую толщину теста. Если с одной стороны подкрутила 2 раза, то с другой стороны тоже подкручиваю 2. Если с одной стороны подкрутила 1, то с противоположной стороны снова подкручиваю 1. И на данном этапе все масло у нас уже ушло внутрь теста, и сверху нет ни одного кусочка. Сверху все масло закрыто очень тонким слоем теста. Тесто хорошее, красивое, блестит и совершенно не прилипает.
Мы закончили первое скручивание, оставляем снова на 30 минут и через 30 минут возвращаемся. Я показываю очень подробно, чтобы было видно, как меняется тесто. Сейчас я уже делаю второе скручивание, снова использую холодную воду для рук и снова аккуратненько подхватываю тесто буквально кончиками пальцев и подкручиваю его со всех сторон. Ориентируемся на натяжение на поверхности теста. Мы не хотим, чтобы тесто порвалось, но при этом нам нужно легкое натяжение на поверхности. Тесто должно уже на данном этапе держать форму и формироваться вот в такой комочек. Тесто абсолютно уже не прилипает. Снова накрываем его крышкой и снова убираем на 30 минут. И возвращаемся через 30 минут и делаем третье складывание. Тесто снова расползлось, немного расплылось. И снова подкручиваем его под себя. Такие подкручивания обычно используются с влажным тестом или там, где есть какие-то добавки, которые могут повредить текстуру теста. У нас здесь и то, и другое, поэтому скручивание – это более деликатный метод работы с таким тестом. Посмотрите, как уже хорошо натягивается тесто. Тесто плотное, эластичное, блестит и хорошо так потряхивается. Под тонкой поверхностью теста видны кусочки масла, и это так и должно быть. Масло не растаяло, а именно осталось кусочками. И это то, что даст нам хорошую текстуру. Сейчас делаем уже четвертое скручивание. Тесто уже более послушное и менее липкое. С каждым разом становится все менее и менее липким. Масло по-прежнему сохраняется, мы видим эти кусочки. Подкручиваем последний раз. Если вы используете посуду стеклянную, как я, всегда смачивайте ее, когда вы храните там тесто. Тесто к такой посуде меньше прилипает. Посмотрите, как хорошо выглядит тесто. На данный момент я его снова накрываю и снова убираю на отдых. И стоять оно у меня будет еще 2-3 часа до визуального увеличения в объеме примерно на 50, 60 или даже 70%. Мое тесто уже постояло, у меня ушло где-то 2,5 часа при той же самой температуре 22 градуса. На данный момент я присыпала хорошенечко стол мукой. Слишком много не нужно, но слишком мало тоже не нужно, потому что тесто по-прежнему влажное и липкое. И выкладываем тесто на стол. Проверяем края, чтобы ничего не прилипло. Тесто хорошо выглядит, хорошо держит форму и не расплывается. Руки смазываем небольшим количеством муки и подхватываем края и накладываем их друг на друга. Сверху тесто очень липкое, а снизу, где оно покрыто небольшим количеством муки, тесто уже не прилипает. Очень важно в этом моменте не использовать слишком много муки, которая будет вся внутри теста препятствовать склеиванию этого теста. Но при этом слишком мало муки сделает так, что тесто будет прилипать к столу и будет неудобно работать. Закрываем края этого теста. Делать это лучше уверенным движением. Я обычно просто смыкаю края, немножко держу, и они склеиваются. В этом тесте очень важно, чтобы масло не торчало наружу, поэтому края должны быть не промаслены. Если с краев будет торчать масло, то вы не сможете закрыть это тесто с боков. Оно будет просто расползаться, потому что масло будет препятствовать склеиванию. Сверху я его смазала небольшим количеством муки, тесто хорошо уже держит форму, и перекладываем его в корзинку. Если есть необходимость и края разошлись, потому что все-таки масло может попасть и нарушить этот процесс, то всегда есть возможность немножко подклеить края сверху, когда тесто уже в корзинке. И это удобно делать, потому что тесто уже никуда не убегает. Края хорошо смыкаются, чем меньше мы эти края трогаем, тем лучше они будут держаться. Присыпаю сверху снова небольшим количеством муки. Тесто, посмотрите, как выглядит. Хорошо выброженное тесто должно потряхиваться в корзинке вот таким образом. Накрою тесто пленкой и оставлю это тесто еще на столе на дополнительные 30 минут. И после 30 минут я убираю его в холодильник на температуру 4-6 градусов по Цельсию до утра. У меня уже наступило утро, тесто очень хорошо выглядит, оно не сильно изменилось в холодильнике, стало достаточно твердым, и под тонким слоем теста видны кусочки масла, и это как раз то, что мы хотим. Выкладываем тесто на большой пергаментный лист. Почему я взяла большой? Потому что я буду использовать этот пергаментный лист для того, чтобы поднимать выпеченный хлеб из духовки потом, из кастрюли. Хлеб после выпечки получается очень нежный и деликатный, поэтому его лучше не трогать
никакими полотенцами, а именно использовать пергаментный листок для того, чтобы вынуть его из кастрюли. Также во время выпечки из этого теста все же выделяется небольшое количество масла, даже если вы все масло спрятали под тесто, все равно выделяется небольшое количество, поэтому пергаментный лист предотвращает от распределения этого масла по всей кастрюле и тем самым предотвращает весь этот чад и жар и дым, который может пойти из духовки. Хлеб я свой опрыскала небольшим количеством воды сверху. Дополнительно в кастрюлю я еще положила фольгу, чтобы масло вдруг не расплылось. Посмотрим, сколько выделится масла, я вам потом расскажу. И переносим хлеб в кастрюлю. Выпекать будем при достаточно низких температурах. Для хлеба это температуры низкие, 230 градусов по Цельсию. Печем 20 минут под крышкой и еще 20-25 минут без крышки до золотистого хорошего цвета. Вот такой хлебушек в итоге у меня получился. Масла вытекло не очень много, всего где-то я увидела пол чайной ложки, наверное, сливочного масла на донышке под хлебом. И все это масло потом обратно впиталось по мере остывания моего хлебушка. Вот такой хлеб получился, видно, какая у него хрустящая текстура, он очень-очень мягкий, просто невозможно мягкий. Этому хлебу обязательно нужно дать полностью остыть на решетке, для того, чтобы он стабилизировался и держал свою форму. Это была моя ошибка, я дала хлебу остыть только 2 часа и решила его нарезать, когда он был еще слегка-слегка теплый. Тесто в процессе нарезания было очень-очень мягким и немножко даже промялось и осело. Но в итоге все равно получилась хорошая волокнистая структура, очень много воздушных пор внутри. Пахнет он безумно просто вкусно, и посмотрите, какой он мягкий. Я нажимаю просто слегка одним пальцем. Полностью хлеб проседает до самого донышка. Посмотрите, какой он нежный, волокнистый и очень вкусно пахнет. Несмотря на то, что этот хлеб назвали хлеб-круассан, здесь от хлеба в принципе только форма и немножко тягучесть мякиша. В остальном это просто невероятно вкусная сдоба, очень вкусная, насыщенная, сливочная, с очень приятным вкусом и запахом хорошего сливочного масла. Невероятно мягкая, нежная, очень вкусная. Если вы никогда не пробовали, рекомендую. Я просто не смогла остановиться. Сначала попробовала кусочек, потом еще, и потом пришлось все это дело прятать. Иначе остановиться действительно сложно. Это невероятно вкусно. Ну и еще раз хочу отметить важность текстуры масла и подхода к выбору масла для этого рецепта. Холодное масло, оставшееся кусочками в тесте, дает открытые карманы, наполненные воздухом. Мягкое масло, которое растаяло в тесте и размазалось по тесту, даст более плотную склеенную структуру. Поэтому учитывайте этот момент, соблюдайте температуры брожения этого теста, берите масло, которое тает меньше и дольше сохраняет свою форму, и заморозьте его заранее так, чтобы форма и текстура этого хлеба у вас получились. Если у вас по-прежнему остались какие-то вопросы по этому или другим рецептам, то на все вопросы, как обычно, я всегда отвечаю в комментариях. Попробуйте этот хлеб, приготовьте, он действительно очень вкусный.